Привет, друзья! С вами Макс. По вашим многочисленным просьбам, сегодня у нас урок в Autodesk Inventor. Сделаем такой вот вступительный урок, как правильно создавать 3D модели, пройдемся по функциям, по функционалу и попробуем что-нибудь помоделировать. Потому что новички в этой области могут испугаться, подумать, что слишком сложная программа, но на самом-то деле здесь ничего сложного нет. Вот, пожалуйста, это самый первый проект, который я начал в программе Autodesk Inventor. То есть я не начинал с каких-то лестниц, шторок, табуреток, а вот сразу поставил перед собой вот такую вот практически нереальную задачу. Создать танк Второй мировой войны. Здесь у нас насчитывается более 1000 деталей, при этом около 400 уникальных деталей, и он закончен еще не до конца. Но на самом-то деле большинство этих деталей делается однотипными функциями, которые вы очень быстро изучите. А все остальное поймете интуитивно. Данный танк я собрал за 8 месяцев. При этом я никогда не использовал подобных программ и зачастую чертил все от руки, так как в нашем техникуме других вариантов не было. Компьютеризацию мы не застали. Так что, видите, ничего сложного по сути-то и нет. Перед тем, как начать проектировать, желательно настроить инвентор. Для этого мы заходим в файл, параметры и здесь выбираем цвета. Тут можно выбрать любые цвета, которые вам больше нравятся. Давайте нажмем «Применить». И сразу видите, задний фон у нас изменился. Я, например, использую презентацию. Или же небосклон, как в данном случае. «Применить». Вот такой вот интересный эффект. Если убрать градиент, поставить один цвет, то у нас будет все в одном тоне. Но все-таки с градиентом как-то симпатичнее смотрится. Также можно выбрать среду отражений. Это касается именно каких-то зеркальных поверхностей. Я выбираю, например, хром. Мне так удобнее. В следующую закладку переходим. Это оборудование. То есть все зависит от того, какой компьютер у вас используется. Если у вас мощный компьютер, используем качественно. То есть тогда у нас картинка будет максимально красивой. Внешний вид. Если у нас слабенький компьютер, выбирайте производительность или умеренную. И, кстати, насчет подтормаживания сразу хочу отметить, что он жрет просто колоссальное количество ресурсов. У меня стоит сейчас видеокарта GTX 1050 Ti, процессор i5 последней версии, 8 гигабайт оперативки, и, к сожалению, мне этого не хватает. Поэтому придется обновлять систему. Это и все, что вам нужно на первом этапе изменить в настройках. По остальным закладочкам можете бегло пройтись и подкорректировать. Чтобы материал у нас лучше усвоился, соединим теорию и практику. И сегодня мы сделаем 3D модель двухцветного хот-энда Magic Dragon от компании Melov. Я купил его буквально 2 месяца назад, но все не доходили руки. И сегодня как раз мы вместе с вами его смоделируем. Здесь на сайте есть уже готовые размеры нашего хот-энда. Мы их, конечно, будем использовать, но на всякий случай перепроверим. Потому что мало ли как там поступили маркетологи. Может, где-то ошиблись на какие-то десятки, а для нас это важно. И для этих целей нам понадобится хороший точный штанген и сам девайс. Давайте сначала создадим сборку. Здесь у нас есть два выбора. Мы можем вставить уже готовую деталь или же создать новую. Давайте создадим. Назовем ее радиатор. Здесь выберем папочку, куда будем сохранять. Теперь здесь в представлении есть у нас начало. Выбираем плоскость, допустим XY, и на нее проектируем нашу деталь. Начать 2D эскиз, XY, перед вами панель с множеством инструментов. На первый взгляд может показаться, что все очень сложно и непонятно. Но на самом-то деле все тут очень просто и интуитивно. Во-первых, все на русском языке, и это мне очень нравится. Во-вторых, здесь есть подсказки. Ну, например, если вы наведете курсор, видите, сразу подсвечивается отрезок, создание отрезка ведук. Щелкните по начальной и конечной точке, чтобы определить отрезок. То есть вам здесь все разжевывается. И здесь интуитивно можно все понять, как что делать. Я таким образом и научился делать свой танк. То есть 90% информации я додумался сам. Перед тем, как создать деталь, рекомендую проставить осевые. Берем отрезок. Вы можете, конечно, выбрать и сплайн. Но сплайн это кривая. То есть это вот такая вот сложная кривая, которую мы можем построить и по которой мы можем создать там деталь, сделать выдавливание и так далее. Преимущество ее перед дугами тем, что мы можем менять геометрию согласно вот таких вот опорных точек. И это очень удобно. Но в данном случае она нам не нужна, потому что мы будем использовать прямые отрезки. Берем прямой отрезок, берем точку координат, это по центру. Проставляем
Но сплошной линии не рекомендую делать, потому что это неудобно, она может сливаться и мешать нам в дальнейшем проектировании. Поэтому переходим в правую сторону, вспомогательная геометрия. Выбираем и получаем вот такую пунктирную линию, то есть вспомогательную. Перед нами радиатор, простейшая геометрия, это прямоугольник, здесь ничего сложного нет. Замеряем геометрию 50, 18 и на 30. Для этого проектирования нам нужен прямоугольник. Здесь в меню мы можем выбрать любые типы прямоугольников, начиная от многоугольника, паз, прямоугольник по 3 точкам, прямоугольник по 2 точкам и центру. Кстати, вот такой вот прямоугольник можно было бы выбрать и привязать его к центру координат. В чем его преимущество? В том, что у нас идет автоматическая симметрия относительно центральной линии. Именно точки посередине. Как сверху, так и снизу. Но я буду использовать другой вариант для того, чтобы показать вам весь функционал программы инвентора. Поэтому вверху у нас есть, видите, такие вот стрелочки «Отменить». Мы отменяем операцию. При этом выбираем обычный прямоугольник по 2 точкам. Обратите внимание, что когда мы крутим скролл, мы можем увеличивать или уменьшать, то есть менять масштаб. Для того, чтобы проставить размеры, выбираем функцию «Размеры». Выбираем одну прямую, вторую прямую, отводим в сторону и на клавиатуре прописываем 50. Теперь очень важный момент. Нам нужно сделать так, чтобы наша геометрия была привязана не только вот к этой оси, но еще была симметрична относительно центральной оси. И здесь есть такая интересная функция, называется симметрия. Нажимаем ее. Выбираем первую прямую, выбираем вторую боковую прямую и посередине ту центральную, относительно которой мы делаем симметрию. И видите, у нас произошло автоматическое выравнивание, именно симметричность. Нажимаем правую клавишу и нажимаем ОК. Функция завершена. Вот такая вот у нас получилась двухмерная модель. Нам нужно сделать ее трехмерной. И для этого нам нужно использовать функцию выдавливания. В меню вверху ищем выдавливание. Нажимаем. Видите, у нас сразу автоматически показалось. Если у вас не показалось, выбираем стрелочку «Эскиз» и указываем ту геометрию, которую хотим выдавить. Мы можем создать твердое тело или, например, вот такую вот поверхность, если у нас используется поверхностное моделирование. Но в данном случае мы используем именно твердое тело. Следующий пункт — это границы. Мы можем выбрать границу до выбранного. Ну, например, если бы у нас здесь была какая-нибудь модель рядом, мы могли бы выдавливание сделать до нее. Тогда выбрали бы до выбранного. Но в данном случае мы будем указывать с вами именно расстояние. Расстояние у нас составило 18 мм. Можно также сделать симметричное выдавливание в две стороны. Но так как у нас сверху отверстия в нашем радиаторе несимметрично находятся, немножко смещены, то нам такой вариант не подходит. Мы можем, в принципе, сделать другой вариант – асимметричность. Это когда с одной стороны мы указываем одно расстояние, а с другой стороны другое. Но в данном случае я буду использовать направление. Просто в одну сторону на 18 мм. Окей. Вот получился у нас радиатор. Теперь возникает вопрос, как же вырезать ребра, отверстия и другие вырезы на этой детали. Для начала выбираем поверхность, на которой будем делать выдавливание, то есть углубление. Переднюю панель. Нажимаем здесь «Создать эскиз», вот такой вот значок. И видите, мы сразу перешли в двухмерную плоскость. Для этого берем наш штангент и замеряем расстояние. 22,5. Для того, чтобы нам удобнее было работать с этой геометрией, мы можем выделить полностью весь контур. Берем функцию проектирования геометрии, вот такой вот красный значок, нажимаем на нее, нажимаем на поверхность. Окей, и видите, по контуру у нас появились такие вот зеленые отрезки. Они полностью описывают наш контур, именно по краю. Берем отрезок в левой стороне и чертим. Берем размер сверху, снизу, отводим в сторону и прописываем 22,5. Дальше у нас идут ребра радиатора, которые мы с вами сейчас тоже смоделируем. Обратите внимание, что радиатор у нас немножко отличается именно нижним ребром. Оно более толстое. Его тоже можем замерить. Выбираем размер 1,75. Замеряем каждое ребро отдельно. Так как оно у нас прямоугольное, мы, естественно, можем выбрать прямоугольник вверху и чертим. Обратите внимание, то есть у нас толщина получается 0,65. И замеряем внутреннее расстояние между крайним ребром и этим ребром. То есть также берем размер и проставляем 1,75. Но нам, естественно, нужно сделать 10 таких ребер. И чтобы не тратить кучу времени на это, мы можем воспользоваться очень удобной функцией, называется прямоугольный массив.
Нажимаем на нее, выбираем геометрию, то есть наш прямоугольничек, именно по контуру, весь. Нажимаем направление движения, какую-нибудь прямую, которая идет вверх, перпендикулярно. И видите, сразу у нас появился еще один такой прямоугольник. Направление правильно. Если у вас оказалось, что направление неверно, вы можете с левой стороны здесь обратить направление, чтобы оно, допустим, изменило направление в эту сторону. Но в нашем случае у нас было все правильно, поэтому меняем назад. Мы можем здесь указать количество, допустим, 10. Указать размер 1,75. Но это будет неправильно, потому что мы забыли с вами учесть толщину этого ребра. То есть наша задача сделать 1,75 плюс 0,65 равно 2,4. Так и прописываем 2,4. И вот теперь расстояние между ребрами будет правильное. Но самое важное другое. Если наведете на одну из линий нашего массива, нажмете правую клавишу, вы можете нажать «Редактирование массива». И сразу здесь изменить все те моменты, которые вам не понравились. Ну, например, там увеличить интервал больше, количество добавить таких ребер больше. То есть можно редактировать его. Это очень удобно. То есть нам нужно сделать вот такие вот углубления, как на радиаторе, чтобы получились ребра. Для этого берем снова функцию выдавливания и выбираем, что нам нужно выдавить. В обратную сторону меняем направление. Видите, слишком много, 18 это много. Нам, естественно, нужно замерить высоту ребер. Также штангеном мы это все делаем. 5,99, ну 6 мм. И вот получились у нас ребра. Но, как вы уже заметили, одно ребро не выдавилось. Переходим в левое меню. Выбираем наше выдавливание, которое мы делали до этого. Наш эскиз. Правой клавишей. И делаем видимость. Вот теперь мы его видим. А вот, ребята, как раз это углубление, которое мы не смогли выдавить. Причиной этому является конфликт между внешней геометрией и внутренней. Чтобы это исправить, заходим в эскиз. С левой стороны дважды набираем на него. И переходим в его редактирование. Берем прямоугольник. И место, которое у нас не выдавилось, по-новому просто обводим. Вот так. То есть мы, грубо говоря, ограничиваем ту часть, которую хотим выдавить. Нажимаем «Принять». Снова выбираем «Выдавливание». И вот теперь у нас, видите, все выбирается. Те же 6 мм. Здесь мы можем выбрать «Вычитание». Вычитание это значит выдавливание. Если мы выбираем «Объединение», то мы, по сути, вот так вот добавим, видите, еще одно ребро. Но нам оно, естественно, не нужно, нам нужно вырезать. Поэтому давайте отредактируем назад. Снова дважды нажимаем на выдавливание и меняем на вычитание. При этом, видите, направление у нас неправильное. Меняем направление назад, как должно быть. И окей. Эскиз нам больше этот не нужен, не интересен, поэтому мы его убираем в видимость. И вот, пожалуйста, получается у нас вот такой вот интересный радиатор. Можете перейти в меню, по умолчанию выбрать материал. Например, там алюминий. И вот теперь у нас модель алюминиевая. Теперь нам остается нарезать отверстие. Естественно, нам нужно развернуть нашу модель. Это можно сделать несколькими способами. Вот таким вот кубиком, который находится в правом углу. Вы можете нажать вид спереди, нажать на стрелочку, вид справа. Сразу вид справа. Все подписано. Зажать левой клавишей мыши и вот таким вот образом изменить положение. Но я предпочитаю использовать боковое меню. Здесь у нас есть свободная орбита. Появилась такая вот орбита по контуру. Зажимаем тоже левой клавишей мыши и можем крутить как нам угодно. С обратной стороны сейчас будем делать с вами отверстие. Нажимаем плоскость, выбираем значок «Создать эскиз». Не забываем проставить отрезок, выбираем пунктирный и из центра проставляем пунктирную прямую. Здесь нам пригодится функция проектирования геометрии, чтобы отобразить все вот эти вот контурные линии. Просто набираем нашу поверхность, и вот они также все отразились, но уже пунктирные, потому что значок пунктирный у нас не отключен. Берем следующий отрезок прямой и проводим вертикально вниз. Также делаем с обратной стороны. Симметричность, которую мы с вами изучили. Выбираем один отрезок, выбираем второй отрезок и центральный, относительно которого будет производиться симметрия. Здесь у нас будут находиться все 6 отверстий, которые нам нужно нарезать. Производитель, видите, немножко нам помог и показал, что отверстия находятся на расстоянии 23,5 друг от друга.
убираем вспомогательную геометрию, выбираем окружность. Это и будут наши отверстия. Вверху у нас мы помним, что диаметр 3 мм. Если вы разместите отверстие напротив предыдущего, видите, появилась такая вот пунктирная линия, которая говорит, что вот как раз напротив находится наше первое отверстие. Все остальные диаметры поставим по умолчанию, давайте 2 мм. Потом мы их откорректируем более точно. Конечно же, лучше все-таки перепроверить данные, которые указал производитель. Ведь от этого зависит дальнейший монтаж нашего хот-энда. Естественно, такой замер будет не совсем точный. Почему? Потому что здесь у нас не идеально острые краи для внутреннего измерения. Есть небольшая погрешность. Но в данном случае мы видим, что диаметр отверстия у нас 3,26. Если с учетом даже поверхности, это где-то в районе 3,3 мм. То есть не 3 мм, как указал производитель, а именно 3,3. Поэтому нам нужно поставить 3,3 мм. Теперь замеряем от края до отверстия. 1,35. Выбираем прямую и выбираем окружность. И вот здесь очень важный момент. Если мы выбираем центр окружности, то у нас сразу же расстояние просчитывается именно от прямой до центра. Если мы выбираем прямую и край окружности, появляется, видите, такой вот значок с окружностью. И тогда мы привязываемся именно к внешней стороне окружности. И здесь мы видим, что у нас размер 1,6. А по факту у нас 1,35. Что-то где-то какие-то ошибки все-таки есть. Или производитель неправильно указал 23,5, или мы где-то неправильно замерились. С этой стороны мы также привязываемся к окружности 1,6. Принять. Видите, появилась такая ошибка, это говорит о том, что у нас уже размер здесь проставлен. Поэтому здесь он не обязательный. Давайте замерим между нашими отверстиями точное расстояние. Я перемерил расстояние между отверстиями, оно составило 27,3. Это будет 27,3. Расстояние фактическое между данными отверстиями должно быть 24 мм, именно между их центрами. Если посмотреть на то, что нам показал производитель, то здесь у него ошибка 23,5. Это неверно. Теперь наша задача замерить расстояние между вот этими четырьмя отверстиями. Мы знаем, что расстояние здесь у нас составляет 24 мм. Здесь у меня получилось 26,5 и здесь 26,5. То есть отверстия находятся на равноудаленном расстоянии друг от друга. Это значит, что мы можем выбрать прямоугольник, пунктир, одна точка, вторая точка. Здесь мы знаем, ширина у нас 24, уже проставлена, а высота нашего квадрата будет тоже 24. Но мы видим, что отверстия находятся в разброс. Чтобы их привязать к нашему квадрату, достаточно использовать функцию зависимость совмещения. Нажимаем ее, нажимаем точку угловую квадрата и центр отверстия. И вот произошло совмещение. Точно так же совмещаем и остальные углы. Замеряем еще фактическое отверстие. Здесь у нас резьба нарезана. Значит, отверстие нужно подправить на 2,4. Просто наводим на размер, дважды нажимаем и редактируем. Для того, чтобы можно было замерить расстояние отсюда и до самого отверстия. Здесь она составила 1,8. И вот, пожалуйста, 1,8. То есть диаметр 2,4 мы указали верно. Замеряем теперь снизу до отверстия. И получаем те же самые 1,8. На этом можно было закончить с отверстиями, но есть все-таки небольшой нюанс. Во-первых, отверстие у нас должно быть не 2,4 по факту, а 3. Потому что когда мы нарежем резьбу, у нас оно уменьшится именно до 2,4. Когда мы будем использовать функцию Call Orange, которую я добавил как отдельный плагин. О нем есть отдельное видео. Вместо 2,4 поставить, например, 3 мм. Выбираем функцию выдавливания и выдавливаем отверстие. Конечно, вот так вот выдавливать лучше все-таки провернуть немножко свободной орбитой под углом, чтобы можно было видеть, как происходит процесс выдавливания. Направление, и видите, сразу автоматически выбралось вычитание. С этой стороны мы почти закончили, кроме вот такого выреза. Давайте его также сделаем. Замеряем штангенциркулем 3 мм. Замеряем глубину 15-35. Выбираем плоскость снова, проставляем осевую, пунктирную. Выбираем прямоугольник, убираем пунктирную. Будем делать вот такой вот паз. Делаем симметрию, как мы это делали до этого, относительно осевой. Проставляем размеры 3 мм. Проставляем высоту 15-35. Выбираем снова функцию выдавливания. Видите, большинство практически всех операций мы делаем функцией выдавливания.
И, конечно же, нужно замерить глубину, насколько мы будем это все давить с вами. Прописываем 12, окей. Вырез мы сделали как у нашего радиатора. Все как должно быть. Но мы видим, что здесь идет такое вот сопряжение, закругление. Для этого нам не нужно вырезание делать. Можно воспользоваться функцией сопряжения. Выбираем сопряжение. Выбираем угол сопряжения. Здесь указываем размер. Раз ширина у нас 3 мм, значит сопряжение до половины будет 1,5 мм. 1,5 пишем. Вот здесь. Нажимаем «Применить». Поворачиваем немножко орбитой. Нажимаем второе сопряжение «Применить». И в итоге мы получаем вот такое вот круглое красивое сопряжение с обоих сторон. Разворачиваем наш радиатор этой стороной. Выбираем переднюю поверхность. Снова можем проставить, например, проецирование геометрии. Но при этом выбрать не всю поверхность, а, например, по контуру. Также берем проецирование геометрии. Выбираем одно отверстие. Второе. Благодаря проецированию геометрии мы получаем центр, а также описываем окружность нашего отверстия. То же самое проделываем и с остальными. Мы видим, что у нас все отобразилось, каждое отверстие. Выбираем вид спереди. Сразу появляется у нас двухмерная плоскость. И здесь у нас на радиаторе нужно сделать вот такие вот вырезы. Углубление. Выбираем функцию окружность и проставляем 6 мм. Берем отрезок от окружности, проставляем сюда отрезок. И точно так же делаем с обоими отверстиями. Здесь мы видим, что у нас вот эта часть окружности, она лишняя. Мы можем использовать функцию обрезка. И удаляем лишнюю окружность. Выбираем функцию выдавливания. И вот, пожалуйста, у нас получились вот такие вот вырезы, как на нашем радиаторе. Точно такую же операцию нам нужно проделать и с остальными отверстиями. И получаем вот такой вот радиатор. Ну, мне кажется, что очень даже симпатично все получилось. А самое главное, максимально точно. А теперь очень важный момент по поводу нарезания резьбы. Есть такой плагин, называется Cool Orange. Но предварительно нам нужно выбрать резьба, проставить ее, применить. Проставить, применить. И так делаем со всеми отверстиями. Выбираем плагин Cool Orange. О нем у меня есть отдельное видео. Выбираем Thread Mode. Опускаемся в левой стороне, видим резьба 1. Выбираем ее. И автоматически будет проставлена резьба согласно отверстия 3 мм. То есть М3. Шагом резьбы 0,5. И вот смотрите, какая красивая у нас получается резьба. Естественно, сейчас мы можем добавить красоты, убрать эти острые углы. Возвращаемся в 3D модель, выбираем режим фаски, 0,5 мм я замерил. Выбираем угол, то есть полностью все углы, где идет у нас эта фасочка. Видите, сразу автоматически проставляется. Помимо этого, здесь есть возможность выбрать угол, длину угла. Можно индивидуальную фаску сделать, вот допустим вот такую. Здесь мы можем задать два параметра. Длину одну и длину вторую. Но если у вас фаски симметричные, как на этой модели, то выбираем первый вариант. Также видите, на окружностях фаски тоже проставляются. В процессе проставления фасок у вас может возникнуть вопрос. Ну, например, вы проставили фаску, но не там, где надо, вам нужно убрать. Зажимаете Shift, нажимаете снова на угол, и видите, фаска пропадает. Ну и обратите внимание, что с фасками, конечно, деталь смотрится намного приятнее, визуально лучше. Нам остается только нарезать отверстия. Отверстия у нас идут сквозные. Выбираем поверхность, допустим, выбираем окружность, одну окружность, вторую окружность, проставим между ними какой-нибудь отрезок, привязать их друг к другу. Давайте его сделаем пунктирным. Выберем синхронизацию, то есть симметрию между двумя окружностями и центральным отрезком, который находится посередине. Теперь, изменяя расстояние, видите, они несимметрично тоже меняются. Внутри у нас идет отверстие под 4-мм тефлоновую трубку. Выбираем выдавливание и выдавливаем те отверстия, которые идут сквозные. Выбираем снова выдавливание, выбираем еще раз наши окружности, 14 мм. Можем сразу сделать фаску. Вот какую-то небольшую фаску, буквально в 0,3 мм. С обратной стороны радиатора идут специальные фитинги. Я, кстати, уже купил таких несколько штук на пробу. Мне они очень нравятся, потому что они не люфтят, очень хорошо поджимаются, подпружиненные и отличаются хорошей надежностью. Тем более, что внутри там находятся металлические зубцы,
держат максимально качественно. Вытащить такую тефлоновую трубку руками даже не получится. И это очень хорошо. Снова выбираем поверхность. Выбираем наше проектирование геометрии. Для того, чтобы выделить окружности и понимать, где находится у них центр. Выбираем окружность и делаем 9 мм. Это диаметр нашего фитинга. Так как данные фитинги монтированы в радиатор, мы их не будем делать отдельным элементом, а сделаем уже как интегрированные. И выдавливаем на 1,2 мм. Давайте проставим какой-нибудь там 5 мм. И здесь будем выдавливать уже на расстояние 4,48. Красную пластиковую бабышку замеряем по диаметру 9,6. И здесь тоже ставим 9,6. Делаем выдавливание. Выдавливаем в обратную сторону буквально на 0,4 мм. Используем фаску. Здесь мы можем использовать сопряжение, чтобы придать красоту. И с этой стороны тоже ставим 0,4. Применить. И вот так, ребята, выглядят наши фитинги. Кстати, очень даже похожи. То есть все поверхности, которые мы хотим закрасить, мы выбираем, зажав Ctrl. Материал, допустим, гладкий красный. Остается только нарезать отверстия под гужоны с обоих сторон. Именно для крепления наших термобарьеров. Ничего, друзья, сложного в проектировании вообще нет. Все функции у вас находятся перед глазами. На каждую из них вы можете навести и получить подсказку. Если вам понравился этот урок и подача информации, не забудьте указать это в комментарии. Также не забывайте, что в отдельном плейлисте я вынес уроки в Autodesk Inventor. Пользуйтесь, изучайте и оттачивайте свои навыки. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.